Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор новостей. Давайте посмотрим, что происходит, что сегодня ожидать и какая вообще диспозиция текущая на рынках. Так, ну вчера немножко Пауэлл всех постращал, хотя на самом деле он ничего такого прям ужасного не сказал. Вот вчера в телеграм-канале онлайн прям публиковал то, что он вещал. Ну, сказал, да, что он будет возможно долгое восстановление экономики. На это очень начали реагировать все нервозно. Вот. Но как бы на самом деле он всего лишь проконстатировал тот факт, который имеет место быть. Ничего там такого нового, экстраординарного с моей точки зрения не прозвучало. Но, как известно, Пауэлл является противником введения отрицательных ставок, как и большинство членов Совета директоров ФРС, то есть тех, кто возглавляет региональные банки ФРС, подразделения ФРС. На самом деле, с моей точки зрения, эта ситуация правильная, потому что введение отрицательных ставок, оно значительно снижает возможности для маневра по спасению экономики. Но официальные власти США, в том числе президент, они не придерживаются такой точки зрения. Они считают, ФРС делает не все возможное, и надо все-таки вводить отрицательные ставки. Возвращаясь к текущей ситуации, тяжеловесы американского фондового рынка, американских финансов один за другим делают признание о том, что американские акции переоценены и должны корректироваться. Но, конечно, подобные заявления, они только ухудшают ситуацию. Уже сегодня на утро мы можем наблюдать фьючерс на индекс S&P. Вчера проседал на фоне событий, на фоне выступления Пауэлла. Сегодня также вот эта просадка продолжается уже в 2800. Он бьется по факту пробития 2800. Здесь вот первая цель движения это 2770. И если это движение вниз продолжается и мы пробиваем 2720, то здесь открывается возможность для движения и закрытия цели, которая в районе 2500 находится. Вот. И вот если 2700 достигнем, 2720 даже, то движение на 2500 оно может быть очень стремительно. Ну вот еще один американский тяжеловес, финансист, кричит: все пропало, шеф, акции переоценены, надо все продавать и по пырам утекать. Ну вот и Трамп выступил с несогласием, с критикой чиновника от здравоохранения Фауси, который обозначил риски, которые возникают при открытии, при выходе из карантина, что может быть повторная волна, которая приведет к еще более глубоким, еще более негативным последствиям. Трамп сказал, что все будет хорошо, все будет нормально, главное соблюдать все предписания, социальную дистанцию так называемую, и все должно пройти успешно. Но здесь на самом деле сложно сказать, здесь что называется, вскрытие покажет, как оно на самом деле было. Но все-таки что такое идет раздрай и диссонанс с чиновником от здравоохранения, я думаю, что это достаточно негативный знак в части того, как будет развиваться процесс. Ну вот еще из новостей. ФБР подозревает сенатора в инсайдерской торговле, изъяла у сенатора телефон. Это вот называется, как работает демократия. Ну вот по факту возникли вопросы корректности тестов на выявление симптомов заболевания. То есть тесты проводятся, а все равно потом оказывается, что их результат, их реальный показатель, он не соответствует тому, что происходит. Но поскольку продолжается рост заболевших, то, соответственно, есть подозрение, что тесты на выявление заболевания, они являются неэффективными. Ну и вот еще интересный такой момент. Goldman Sachs видит, что на самом деле безработица 25%, а не 15%. Вот. Но это говорит о том, что на самом деле текущая ситуация в экономике США, оно недооценено и не видится объективно на текущий момент. Но вот касательно текущей ситуации в Нью-Йорке, большинство офисов закрыто, и ключевые американские компании, находящиеся в Нью-Йорк-Сити, имеющие там офисы, они рассматривают возможность либо перемещения в пригород Нью-Йорка, или
они планируют, что те люди, которые были выведены на удаленку, они, соответственно, так и останутся на удаленке. Практика показывает, что когда начинается выведение сотрудников на удаленку, это все равно приводит к сокращению, иногда даже к значительному сокращению штата. Так что текущая ситуация с пустующими офисами в Нью-Йорке, она, в общем-то, вполне показывает, какая на самом деле картина с выходом из так называемого карантина. И еще один тревожный звонок, который звучит в Соединенных Штатах, это то, что американцы режут задолженность по кредитным картам. Дело в том, что задолженность, потребительская задолженность по потребкредитам и в частности так называемые кредитки, кредитные карты, то есть в Америке там уже давно не практикуется такая вещь, как потребкредиты, вот то, что у нас банки выдают. Там в основном как бы люди, они пользуются кредитными картами, по которым они покупают различные товары и услуги, и потом либо используя грейс-период беспроцентного гашения, либо уже оплачивая проценты по кредиту, они осуществляют гашение. И, в общем-то, ключевой драйвер американской экономики последнего времени это как раз именно кредитки, по которым осуществляются все расчеты, по которым накачивается потребительский спрос. И тот факт, что американцы, они сокращают задолженность по кредитным картам, даже получая какие-то деньги, какие-то выплаты, говорит о том, что, в общем-то, один из ключевых котлов американской экономики, который связан с потребительским спросом, он так не перезапустился, и судя по тому, как все это происходит, в ближайшее время, скорее всего, он и не перезапустится. Так, ну вот еще один американский видный товарищ говорит, что грядет экономическая депрессия, и что в Китае сбой, срыв и, в общем-то, экономическая стагнация, она может оказаться более сильной, чем в Соединенных Штатах Америки. Но тут ключевая проблема, которая есть у Китая, это то, что имеется огромная задолженность корпоративная в долларах США. В текущей ситуации это достаточно опасная вещь, потому что, во-первых, ну тут как бы понятное дело, возникает валютный риск у компаний, которые имеют задолженность в долларах. Это первый момент. И второй момент, мы с вами видели, что бывает, когда возникает кризис долларовой ликвидности. То есть получается это дополнительный риск, который связан с тем, что в случае возникновения долларовой ликвидности может быть нанесен дополнительный удар по финансовой устойчивости компаний и страны, в данном случае Китая. Ну и вот анонсируется новая так называемая холодная война между Китаем и уже западным миром, не только США. И, в общем-то, здесь достаточно странно, что от финансиста призыв западному миру сплотиться и оказывать давление на Китай. Западному демократичному миру сплотиться. Вот. Но мне кажется, это достаточно деструктивный шаг в текущих условиях, потому что, как показывает практика, в том числе Великой депрессии 30-х годов, когда начинаются такого рода экономические проблемы, надо наоборот снимать барьеры, снимать всевозможные противодействия и наоборот пытаться договориться, а ни в коем случае не накалять обстановку, потому что это приводит к только усугублению ситуации. Ну и вот еще один тревожный звоночек из Соединенных Штатов. Предполагается, что экономика США уже в июле текущего года подвергнется сильнейшему удару. И в данном случае источником этого удара будет рынок недвижимости США. Вот на основании анализа данных, которые предоставили риэлторы на примере штата Калифорния, что мы здесь наблюдаем? Сокращение выставленных на продажу домов, новых объявлений и произошедших сделок по недвижимости. Такие замирания рынка, они возникают, когда продавцы придерживают недвижимость, ожидая наступления более лучших условий. И как показывает практика, подобное придерживание на фоне того, что есть, в общем-то, огромное падение спроса, оно приводит к формированию мощнейшей ударной волны, которая может обрушить рынок недвижимости. Ну и вот, в общем-то, на примере 4 округов Калифорнии количество сделок, которое весной обычно растет, сейчас оно упало, но это связано с тем, что
судя по всему, придерживают недвижимость владельцы, не производят сделки, ожидая более выгодных, более лучших условий, в то время как ситуация, она, в общем-то, не улучшается кардинально финансовая. И таким образом, по подсчету риэлторов, уже к июлю месяца можем получить то, что произойдет сбой и взрыв на рынке недвижимости США. Ну а как известно, рынок недвижимости США – это ключевая компонента финансовой устойчивости, потому что там кругом ипотека, ипотека на ипотеке, ипотекой погоняет. Там всевозможные ценные бумаги, которые выпускаются на основе ипотечных кредитов. И таким образом, если произойдет обвал рынка недвижимости, да хотя бы даже в той же Калифорнии, то это будет соответствовать глобальному мощнейшему кризису в США, отголоски которого затронут весь мир. И если повалится рынок недвижимости, это произойдет настолько сильно и настолько оперативно, как вот описывают американские риэлторы, то, соответственно, мы уже летом можем получить не только второе дно, но и вторую шахту в придачу. Вот. Ну и, соответственно, обвал рынка недвижимости США мы наблюдали в 2008 году. К чему это может привести? Но там, правда, только рынок недвижимости обвалился. Тут, поскольку уже много чего обвалилось и много чего может обвалиться, то, соответственно, такое действие, оно может привести просто к ужасающим и чудовищным последствиям, и ни о каком восстановлении мировой экономики, ну и экономики США, речи уже не будет идти. Вот, поэтому, конечно, достаточно тревожный звонок. Здесь еще такой момент есть неприятный, который связан с тем, что рынок недвижимости, он достаточно инертен. То есть он до какого-то времени может вообще не показывать никаких негативных сигналов, но в качестве тревожного звонка всегда вот выступает то, что происходит уменьшение количества сделок. То есть это говорит о том, что владельцы недвижимости, которые, допустим, предполагали или которые обычно в такой промежуток времени начинают продавать, они придерживают недвижимость, ожидая более лучших условий. Но одно дело, допустим, если рассматривать Россию накануне кризиса 2008 года, когда цены на недвижимость столько росли, и другое, и ипотек, кстати, у нас до сих пор ипотек у нас не так много. В США там все закредитовано, и такое удерживание от продажи недвижимости, в то время как ипотека это достаточно массовое явление, и сейчас идут нарастающим комом неплатежи по ипотечным кредитам, это, в общем-то, дополнительный негатив, который может привести к взрыву. И таким образом, те, кто спрашивал, когда же будет второе дно, хотя на самом деле, по-моему, первого мы еще не видели толком, то вот, как бы, судя по прогнозам того, что происходит с недвижимостью в Калифорнии, вполне как бы к июлю месяца, ну к августу, может случиться новый взрыв на рынке недвижимости США, который обвалит уже как бы основательно и капитально финансовую систему США. Так что получается, есть новый индикатор, который нужно отслеживать, это состояние рынка недвижимости США. На самом деле авторы неспроста здесь рассматривают Калифорнию, потому что Калифорния, она как раз очень индикативна для рынка недвижимости США и для экономики США. Потому что как бы штат оказывает очень существенное влияние на экономику США, имеет одну из самых больших задолженностей в абсолютном и в относительном значении. Его уже там шли разговоры о том, что провести дефолт Калифорнии еще до кризиса. Такие разговоры периодически возникали. Так что здесь как бы есть все предпосылки к тому, чтобы очень внимательно наблюдать с тем, что происходит в Калифорнии на рынке недвижимости. Все, друзья, спасибо за внимание.